Бороться против европейских санкций в европейских же судах. Эта тактика белорусских властей казалась каким-то бессмысленным и скорее символическим жестом. Но в этом году Минск одержал на этом поприще первую победу. Суд в Люксембурге в марте этого года отменил решение Совета Евросоюза о введении санкций против Белшины. Одна из причин – Минск доказал, что бобруйское государственное предприятие не могло быть финансовой опорой власти Александра Лукашенко, так как непосредственно перед введением ограничений оно было убыточным. В нашем сегодняшнем расследовании мы покажем, что даже предприятие, убыточное для бюджета Беларуси, может создавать финансовые возможности для людей, приближенных к руководству страны. С вами Алена Чернявская. Начинаем. Что сделал этот Белшина, генеральный директор? Какой? Это сразу договор посмотрел в тюрьму. Тот, кто смотрел наше расследование об эндопротезах, помнит, что когда Александр Лукашенко также громко разоблачал на камеру коррупцию среди ортопедов, ребята, я никого не пожалею. Это в итоге привело не к ликвидации подозрительных схем в отрасли, а к переделу рынка. В результате стоимость операций для граждан увеличилась в разы. Зато заработали дельцы, приближенные к семье старшего сына Александра Лукашенко. Но вернемся к громкому вскрытию схемы на Белшине. Мы подозревали, что уголовное дело против ее бывшего директора Андрея Бунакова может быть шагом к очередному переделу рынка. И эти подозрения усилились после того, как он в течение года переместился из СИЗО на должность в бизнес-структурах, связанных с Николаем Воробьем, которого, кстати, называют энергетическим кошельком Александра Лукашенко. Мы начали разбираться, что стоит за этой историей. Спойлер: среди бенефициаров, как и в переделе рынка ортопедов, снова фигурирует сын Александра Лукашенко. Только на этот раз не старший Виктор, а средний Дмитрий, муж плодовитой поэтессы, известной под псевдонимом Анна Силук. Но давайте по порядку. Первое, на что мы наткнулись, начав изучать поставки Белшины в Россию, это сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом после нападения России на Украину. Согласно таможенным данным, в 2023 году Белшина начала поставлять свою продукцию обществу с ограниченной ответственностью автомобильный завод НАС и нарастила продажи акционерному обществу «Урал». Один из крупнейших дилеров белорусской Белшины, ее дочернее предприятие в России ООО «Нижегородский торговый дом Белшина», поставляет шины акционерному обществу «Брянский автомобильный завод». Все эти компании производят военную технику. Производят они, правда, и гражданскую, но нам удалось опознать белорусские шины на образцах российской военной техники, выставленной на российском форуме «Армия-2023». Ищем продукцию Брянского автомобильного завода. Вот автомобильное шасси с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода на самоходной гаубице «Мальва», обута в продукцию Белшины. Эти гаубицы — одна из передовых разработок российской армии, использовались в этом году в атаке российских войск на Харьковскую область. Российские военкоры хвалят ее, среди прочего, за мобильность, мол, ее колесные шасси, в отличие от гусеничных, позволяют быстро съезжать с позиции после выстрела и, следовательно, избегать контрбатарейной стрельбы украинцев. А обуты эти шасси, по крайней мере на выставке, в продукцию Белшины. Вот еще один тягач БАС, приспособленный под российскую зенитную ракетную систему С-400. Эта зенитка сбивает украинские самолеты, ракеты и беспилотники. Она же, по словам украинских специалистов, могла использоваться для бомбардировки украинских пограничных городов. На колесах Белшина. На белорусской резине видимы разнообразные модификации военных шасси автомобильного завода «Урал». Вот, например, бронеавтомобиль «Спартак». Согласно источнику российского агентства ТАСС, активно используется на фронте. Вот одна из его модификаций, которую украинцы захватили во время обороны Украины на территории Херсонской области. А вот эту машину использовали в Ливии войска генерала Хафтара, которого поддерживали наемники ЧВК «Вагнер». Возможно, у зрителей появился вопрос, не устанавливают ли Белшину исключительно на выставочные модели или гражданскую технику. Мы рассматривали такую возможность. Но благодаря источникам рабочего руху получили подтверждение, что Белшина посредством сотрудничества с Белнефтехимрос продает свои товары Министерству обороны России. В 2022-2023 годах Белнефтехимрос подписали контракты на общую сумму 1,5 миллиарда российских рублей. Это напрямую не подтверждает, что Белшину ставят на военную российскую технику, но указывает на поставки военному сектору. А это уже ставит под сомнение использование белорусских шин только в гражданских целях. Мы тоже сомневались, пока не увидели неоспоримые доказательства. Благодаря источникам инициативы «Рабочий рух» мы получили договоры одного из дилеров
дилеров Белшины Белнефтехимрос непосредственно из Минобороны России. Общая сумма контрактов в 2022 и 2023 году – 1,5 миллиарда российских рублей. Нам удалось подтвердить эту информацию в отчете Белнефтехимрос, находящейся в открытом доступе. В пояснительной записке к ней говорится, что на конец 2023 года Минобороны России была должна российскому трейдеру Белшины около $1,5 миллиона. Но это, мол, не проблема, так как военное ведомство надежный клиент и маловероятно, что в итоге не заплатит. Третье документальное подтверждение мы получили от источников в российской налоговой. Из этих документов следует, что за первое полугодие 2023 года Белнефтехимрос продал Минобороны РФ продукции на $11 миллионов. А у Белшины за весь тот год дилер предоставил данные о закупленных более 2 миллионов шин на сумму $90 миллионов. Еще один российский дилер Белшины, Нижегородский торговый дом Белшина, поставлял продукцию, среди прочего, и акционерному обществу «Специальное конструкторское бюро», которое находится под санкциями ЕС. Итак, что мы выяснили на этом этапе нашего расследования? После нападения России на Украину в 2022 году Белшина поставляет свою продукцию Минобороны РФ, а также заводам, производящим военную технику. Это подтверждают документы из нескольких источников. Мы отправили запросы в Белшину и Белнефтехим с просьбой им объяснить поставки продукции для российских военных заводов и Министерства обороны. Также обратились к самому ведомству для подтверждения фактов этого сотрудничества. Кстати, прежде чем перейти к коррупционной схеме, которую якобы разоблачил Александр Лукашенко, отметим, что шины Минск-Москве поставляют не только белорусские. В обход санкций идет продукция западных производителей, благодаря тому, что в Беларусь поставки этих шин разрешены. Одна из компаний, которая этим занимается, Брестское совместное общество с ограниченной ответственностью «Багория». Она закупает для российского рынка легковые шины у таких западных производителей, как французский Мишлен или итальянский Пирелли, а также шины для большегрузов у таких компаний, как американская Гудьер. Их Багория покупает у люксембургского филиала производителя. В общем, с мая 2022 по апрель 2024 года Багория продала в Россию запрещенных санкциями шин на $24 миллиона. Страной происхождения части продукции значится Беларусь. Таким образом, белорусскими стали автомобильные шины Континенталь и Мишлен. Чистая прибыль Багории увеличилась с 7 миллионов белорусских рублей в 2021 году до 15 в 2022 и 18 миллионов в 2023. Один из собственников компании, Геннадий Артысюк, вместе с дочерью владеют фирмой в Польше, которая также входит в состав собственников Багории. Среди клиентов Багории – Гараж КГБ, Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел. Мы направили запросы в Еврокомиссию и Европейское управление по борьбе с мошенничеством ОЛАФ, чтобы выяснить, известно ли им о поставках санкционной продукции в Россию через Беларусь и планируются ли действия в отношении участников этой схемы. Мы также обратились к Министерству финансов Польши с вопросом о законности деятельности фирмы, которая имеет отношение к поставкам через польского владельца. О результатах расскажем, когда они будут. Ну и, наконец, подходим к той якобы коррупционной схеме, которую рассказывал Александр Лукашенко. Что сделал этот Белшины генеральный директор? Он заключает договор с какими-то российскими, что он будет только им продавать эти шины на 20 примерно процентов, 16 ниже себестоимости, в убыток продает эти шины. По договору, если ты откажешься от продаж, как мы тебе скажем, по ниже себестоимости, то ты будешь каждый год $500 000 платить неустойку или как-то. А российские компании, эти жулики, которые у него купили ниже себестоимости, выше себестоимости почти на 60% продают, перепродают товар, то есть посредник. Еще раз суть. Речь идет о так называемых сверхкрупногабаритных шинах. Огромные такие для самосвалов, цены которых достигают $20 тысяч и выше за штуку. По словам Александра Лукашенко, генеральный директор Белшины Андрей Бунаков заключил эксклюзивный договор на продажу этих шин в Россию с какими-то россиянами. Я их жуликами называю, иначе не назовешь. Благодаря этому договору, по словам Александра Лукашенко, Белшина продавала только одному этому российскому посреднику шины дешевле себестоимости, а тот уже перепродавал с высокой прибылью для себя. То есть посредник. В то время, когда в России есть свой официальный дилер, представитель. Торговый дом. Торговый дом, через который можно продавать по любой цене шины, но в конце ты заберешь прибыль там, потому что это твой торговый дом. Он от этого отказывается именем революции. Нам удалось найти этого российского посредника. Им оказалась компания ООО «Импория Тайрс».
В ее сотрудничестве с Белшиной есть действительно несколько интересных моментов. Во-первых, компания была создана в апреле 2021 года, незадолго до заключения этой посреднической сделки с Белшиной. Вначале одним из ее совладельцев была фирма ООО «Импория Трейдинг», довольно крупный торговец нефтепродуктами в России. Во-вторых, интересная личность занимала должность главы Импория Тайрс. Ей в течение сотрудничества Импория Тайрс с Белшиной была белорусская Валентина Чеканова. Она бывшая невестка бывшего министра торговли Беларуси Валентина Чеканова, который до назначения на эту должность работал в управлении делами Александра Лукашенко. Правда, из государственной обоймы Чеканов выпал уже довольно давно, в 2015 году, причем со скандалом и уголовным делом. Хотя супруги были в разводе, они совместно участвовали в бизнесе. Так, именно Сергея Чеканова называли генеральным директором на проматуре на производстве и в исследовательских лабораториях Белшина в ноябре 2021 года. Но вернемся к нашему свежему скандалу и делу с Белшиной. Изучая сказанное Александром Лукашенко, мы начали находить нестыковки. Во-первых, договор с Импория Тайрс подписали до полномасштабного вторжения России в Украину в четвертом квартале 2021 года. А именно это привело к дефициту сверхкрупногабаритных шин на тамошнем рынке из-за ухода западных производителей. На момент заключения сделки ситуация по продаже сверхкрупногабаритных шин у Белшины была довольно сложная. Согласно документам, которые нам удалось добыть, БелАЗ резко сократил объемы закупок у Белшины, так как ее продукция, мол, недостаточно качественная. В 2020 году БелАЗ закупил у Белшины всего 620 крупногабаритных шин. Для сравнения, в 2018 эта цифра была почти в 5 раз больше. Объемы приобретения ОАО «БелАЗ» цельнометаллокорных сверхкрупногабаритных шин ежегодно снижались. И к 2021 году количество шин с посадочным диаметром 57 дюймов упало до всего 5 штук в год. При этом количество произведенной и реализуемой техники значительно превышало объемы приобретения шин, и эта тенденция сохранялась. Отсутствие постоянного спроса со стороны ОАО «БелАЗ» создало ситуацию, при которой реализация цельнометаллокорных сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром 49-57 дюймов оказалась под угрозой. Позиция БелАЗ заключалась в том, что Белшина должно было создать собственные каналы сбыта и самостоятельно продавать продукцию конечным потребителям, поскольку в большинстве случаев техника БелАЗа поставлялась без шин. В этот момент и появился российский посредник с белорусским руководством. Он предложил Белшине дополнительные объемы закупок шин для самосвалов. В 2022 году он завез более 2500 шин, пока торговый дом БелАЗ ни одной. Мы не знаем, в чем был секрет успеха Импория Тайрс. Просто в деловой хватке семьи Чекановых, или в постковидном оживлении рынка, или в улучшении качества белорусских сверхкрупногабаритных шин, или в чем-то еще. Но они умудрились обеспечить существенные объемы стабильных заказов. Могла ли Белшина так расширить продажи собственными силами, без услуг посредника? Для ответа на этот вопрос у нас информации не хватает. Но что мы знаем точно, это то, что вопреки словам Александра Лукашенко, Белшина поставляла сверхкрупногабаритные шины в России не только Импория Тайрс, но и собственному Нижегородскому торговому дому Белшина. Причем цены на некоторые позиции для Импория Тайрс Белшина выставляла выше, чем для своего торгового дома в России. То есть Белшина сумела в трудной ситуации найти покупателя, когда основной белорусский клиент сократил заказы сверхкрупногабаритных шин, и этот покупатель не имел эксклюзивного договора. Почему же тогда Александр Лукашенко ополчился на этого посредника и на руководство Белшины за сделку с ним? Нам удалось пролить на это свет благодаря документам, полученным при помощи рабочего руха. В 2022 году, когда из-за нападения России на Украину западные производители шин ушли с тамошнего рынка, БелАЗу, который ранее сокращал закупки у Белшины, вдруг снова потребовалась белшиновская продукция. Но Белшина ответила, что договоры на поставки российским клиентам через Импория Тайрс уже подписаны, и некоторые конечные покупатели уже даже внесли предоплату. А оперативно нарастить производство, чтобы удовлетворить спрос БелАЗа, они не могут из-за недостатка необходимых материалов. Логично, что в случае, если бы Белшина поставила БелАЗу ту продукцию, которую российские потребители не только заказали заранее, но и частично оплатили, то пришлось бы платить неустойку, которой так и был недоволен Александр Лукашенко. Несмотря на это, Александр Лукашенко совершает публичную расправу над директором, а Импория Тайрс перестает продавать белорусские крупногабаритные шины в Россию. Но права дилера переходят не торговому
торговому дому Белшина, а акционерному обществу торговый дом БелАЗ. Причем цена, за которую Белшина сейчас вынуждена отдавать свои сверхкрупногабаритные шины на российский рынок торговому дому БелАЗ, ниже той, которую она получала от своего нижегородского торгового дома. Торговый дом БелАЗ за 4 месяца 2024 года завез в Россию 377 шин на сумму более $3 миллионов. В одном из наших предыдущих расследований мы рассказывали, что приблизительно половина торгового дома БелАЗ принадлежит президентскому спортивному клубу. Руководит им средний сын Александра Лукашенко Дмитрий. В 2012 году Федеральная антимонопольная служба России обвиняла БелАЗ в нарушении антимонопольного законодательства. Мы же выяснили, что нарушения были в пользу круга семьи Дмитрия и Анны Лукашенко. Итак, что мы выяснили по результатам нашего расследования? В результате якобы антикоррупционного разноса, который устроил Александр Лукашенко, Белшина потеряла собственный канал сбыта крупногабаритных шин в России через Emporia Tires. Контроль над продажей дефицитного сейчас товара перешел торговому дому БелАЗ. Почти половина его принадлежит президентскому спортивному клубу, которым руководит средний сын Александра Лукашенко Дмитрий. Доходы БелАЗа вымываются в пользу связанных с ним дельцов. При этом торговый дом БелАЗ платит Белшине меньшую цену, чем платит собственный торговый дом. Мы направили запросы в Белшину и торговый дом БелАЗ с просьбой разъяснить новые условия поставок сверхкрупногабаритных шин в Россию, а также в президентский спортивный клуб, чтобы уточнить роль Дмитрия Лукашенко в контроле над продажами этой продукции. Кроме того, запрос был отправлен в Федеральную антимонопольную службу России с вопросом о нарушениях антимонопольного законодательства, связанных с этими поставками. После того, как захват каналов сбыта крупногабаритных шин в России завершился, директора Белшины выпустили из СИЗО. Он сперва устроился ведущим специалистом на Мозырский НПЗ, а сейчас занимается строительством порта в Мурманске для компаний, связанной с Николаем Воробьем, которого ЕС называет энергетическим кошельком Александра Лукашенко. Другими словами, Александр Лукашенко при помощи, похоже, что необоснованного уголовного дела забрал у Белшины возможность заработать на дефиците сверхкрупногабаритных шин на российском рынке. Получила же эту возможность структура, подконтрольная его сыну Дмитрию. Одновременно Белшина поставляет свою продукцию российским компаниям, которые занимаются производством техники, которая может использоваться в военных действиях в Украине, а также Министерство обороны РФ через компанию Белнефтехимрос. Параллельно в Россию через Беларусь в обход санкций поставляют шины западных производителей другие белорусские компании. На этом у нас все. С вами была Алена Чернявская. Вы можете поддержать нас лайком, комментарием или подпиской. Только для начала убедитесь, что для вас это будет безопасно. Также мы выражаем благодарность нашим патронам, которые поддерживают нас рублем. Если вы также хотите это сделать, то ссылка в описании под видео. До встречи!